Привет, друзья! Сегодня у меня для вас очень интересный десерт – яблочный сыр. Традиционно этот сыр готовили из Антоновки, но можно использовать и другие яблоки. Яблоки можно использовать не очень высокого качества, битые, те, которые немного подвяли, но, конечно, не гнилые. Яблоки нужно вымыть, обсушить, удалить сердцевину и нарезать дольками. Чистить совершенно не обязательно. И в процессе нарезания их нужно пересыпать сахаром, причем сахара сначала берется треть, а количество сахара рассчитывается из количества яблок и добавляется примерно 20% от веса. Можно снизить до 15%, ну а сладкоежки могут добавить до 25%. То есть на килограмм яблок вы берете от 150 до 250 граммов сахара. Само приготовление этого сыра простое, но может быть растянуто по времени. Здесь нужно выбрать вариант, который вам удобнее. Например, вы можете потратить день, и потом вам останется его только сушить. Или вы можете растянуть процесс понемногу на несколько дней. У меня вместилось 2 килограмма 700 граммов яблок. И 150 граммов сахара я добавила. Общее количество сахара у меня будет 400 граммов. Можно оставлять яблоки без пресса, можно ставить под пресс. У меня как раз прессом сработает крышка. Я их прижму и что-нибудь сверху поставлю. И оставлю так до завтрашнего дня. Через сутки, как видите, яблоки осели. Если вы хотите, чтобы сыр был полностью гладкой консистенции, варите все яблоки. Если хотите, чтобы были вкрапления, немного отложите. Отложенные яблоки нужно будет добавить потом. Вот такое количество, около 300 граммов, то есть примерно 10%. И здесь возможно два варианта. Слить с яблок сок, отдельно уварить его в 2 раза, вернуть к яблокам и поставить все на плиту вариться. Или сразу поставить все на плиту. Обычно я предпочитаю первый вариант, потому что отдельное уваривание сока позволяет значительно сократить время, но по крайней мере на час точно. Ясно, что сок уваривать быстрее и проще, чем потом готовое яблочное пюре. Но сейчас меня время не поджимает, а лишние телодвижения делать не хочется, поэтому я оставлю все вместе. Когда сироп закипел, нагрев отрегулируйте, так чтобы было небольшое кипение, и варите яблоки до полной готовности. Антоновка варится довольно быстро. Яблоки готовы, нагрев пока выключите. Теперь их нужно измельчить в однородную массу. Можно протирать через сито, можно воспользоваться блендером. Добавляю к яблокам оставшийся сахар. У меня это 250 граммов. И измельчаю вместе с ним. Уварить пюре нужно ни много ни мало, в 2,5-3 раза. Можно уваривать на относительно сильном нагреве, но тогда вы будете привязаны, его нужно постоянно мешать. Можно поставить минимальный нагрев. Тогда вы сможете пюре оставлять, заниматься какими-то делами, периодически подходить и помешивать его. Возможно, третий вариант. Поварили, больше не хочется или время закончилось, оставили до следующего дня. Появилось время, опять поварили. И так можете растягивать насколько хотите этот процесс, пока не уварите до нужной консистенции. Видите, пюре не кипит, но поднимается пар. Вот такого нагрева достаточно. Посуду я сменила не для удобства, хотя она удобнее, что и говорить. Но я это сделала, потому что в кастрюле будет уже вообще ничего не видно. Уваривание продолжается. Вчера я это делала часа полтора, и сегодня вот опять включила. Но я его все-таки прикрываю такой сеточкой, чтобы когда постреливает, не разбрызгивалось в стороны. Я его постоянно не пасу, подхожу раз в 15-20 минут и перемешиваю. Да, внизу образуется небольшая корочка, но это ничего страшного. Она хорошо промешивается. Если нужно куда-то уйти, просто выключаю и ухожу. Ну и, конечно, вы должны понимать, что время уваривания находится в прямой зависимости с количеством яблок. То есть, если у вас яблок меньше, процесс уваривания пройдет быстрее. Как понять, достаточно ли уварено пюре? Ну, во-первых, конечно, ориентируйтесь на объем. Можете отмотать видео и посмотреть, сколько у меня его было и сколько вот осталось сейчас. Во-вторых, смотрите на консистенцию. Оно становится уже не просто очень густым, оно становится даже как бы тягучим. И уже масса не такая однородная. По времени не скажу, сколько прошло, я прерывалась, уходила, приходила. Ну и, конечно, по цвету оно становится значительно темнее. За время уваривания вам нужно подготовить марлю, намочить ее и найти какую-нибудь посуду, в которой вы будете формировать сыр. И вот на этой стадии можно вводить добавки. У меня в семье не очень любят корицу, поэтому я добавлю ее немного, половину чайной ложки. Еще я добавлю грецкие орехи, 50 граммов. Они у меня были уже заранее подсушены. Резать я их не стала, просто крупные немного поломала. Можно добавлять цукаты, сухофрукты и отложенные яблоки. Так как я гуляла, они хранились у меня в холодильнике.
Выложила яблоки и подумала, что их нужно было нарезать помельче. В общем, нарежьте хотя бы пополам эти дольки. Мешать будет проще, и они в массе равномернее распределятся. Теперь всю массу нужно перемешать и поварить еще 15-20 минут уже при непрерывном помешивании. С пряностями, кстати, можете не стесняться. Можно добавить гвоздику перемолотую, мускатный орех, имбирь, все, что вам нравится. Еще проверить можно таким образом. Берете кусочек влажной марли и немного массы. Заверните и посмотрите. Марля снимается, значит достаточно. Головки сыра делаются небольшими по размеру. У меня есть две мисочки одинакового размера. Я постелила внутрь влажную марлю и распределю массу пополам в теплом виде. У меня марли 4 слоя. Постарайтесь распределить яблочную массу, чтобы не было пустот. И теперь сыр можно оставить здесь, а можно выложить на доску. И сверху прижать или второй доской, или какой-либо тарелочкой поставить сверху груз. Банку или миску с водой, или может какие-то у вас еще есть более интересные идеи. И так можно оставить на несколько часов или до следующего дня. Видите, какое у меня сооружение? Это кастрюля 5 литров с водой. Но я ее поставила на сыр не сразу. Пока он был теплый, груз у меня был небольшой. А потом, когда он остыл, я прижала его сильнее. Но по поводу груза учтите следующее. У меня все-таки 2 головки, поэтому и груз такой большой. Если у вас будет одна, хватит в 2 раза меньше. 2-2,5 килограмма. И теперь я делаю так. Укладываю на доску пергамент, разворачиваю сыр и аккуратно его перекладываю. И вот теперь в таком виде этот сыр будет сушиться. Время сушки от нескольких дней до нескольких недель. Все зависит от толщины самого сыра, от того, насколько хорошо вы его уварили, от влажности помещения, в общем, от многих факторов. Проверяется он обычно нажатием. До тех пор, пока вмятина на сыре остается, его нужно сушить. Ну и потом вы сами увидите и поймете, когда он станет упругим, и след от пальца перестанет на нем оставаться. Раз в сутки его нужно будет аккуратно переворачивать. Сыр у меня в процессе сушки, лежит прикрытый таким тонким слоем марлечки, чтобы ничего на него не летело. И хочу показать, как я его переворачиваю. Я взяла еще один лист пергамента и сюда же кладу вторую доску. Опять прикрываю и оставляю дальше на сутки. И так у меня прошло 6 или 7 дней. Окончательно сыр у меня еще не подсушился, хотя я старалась. Ну как же, каждый день переворачивала его и следила, чтобы никто не съел. Но я его все равно попробовала, и ко мне тут пристроились желающие. И всем он так понравился, что я поняла, что срочно нужно заканчивать видео, иначе от него ничего не останется. Но вот смотрите, на что нужно ориентироваться, когда он подсыхает. То есть вы должны просто пробовать его пальцем. И он должен быть плотный и упругий, ну вот прям как настоящий сыр. В принципе, вот эта головка, можно сказать, готова. А вот здесь еще есть все-таки некоторые места, где он не совсем просох. Но это чувствуется сразу. И когда вы понимаете, что по всей площади он такой плотности достиг, это значит, сыр готов. И вы можете завернуть его в сухую льняную ткань или в тот же пергамент и хранить в сухом проветриваемом месте до самого Рождества. Почему до Рождества? Потому что это считается рождественским угощением. Ну, конечно же, это не обязательно. Можете съесть его и сразу. Но все же, если он долежит до Рождества, он как бы еще немного созреет. Я вот эту головку хочу убрать, а эту, конечно, съедят. Мне нравится нарезать его очень тонко. Но это опять же дело вкуса. Кто-то любит и сыр тонкими ломтиками, а кто-то, как наша Катя, может просто откусывать от головки. Вот такой интересный яблочный сыр у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Ну какой он? Немного похож на пастилу, немного на мармелад, но вообще-то особенный сам по себе и очень-очень вкусный.